Кюпрюлю. Также именуют эра Кюпрюлю или эпоха визирей Кюпрюлю. Эпоха Кюпрюлю была периодом, когда в политике Османской империи часто доминировал ряд великих визирей из династии семьи Кюпрюлю. Эпоха Кюпрюлю иногда более узко определялась как период с 1656 по 1683 год, поскольку именно в эти годы члены семьи занимали должность великого визиря непрерывно, а в остальное время они занимали ее лишь эпизодически. Кюпрюлю, как правило, были искусными администраторами, и им приписывают возрождение состояния империи после периода военного поражения и экономической нестабильности. При них были проведены многочисленные реформы, позволившие империи разрешить бюджетный кризис и искоренить фракционные конфликты в империи. Приход Кюпрюлю к власти был ускорен политическим кризисом, вызванным финансовой борьбой правительства в сочетании с настоятельной необходимостью прорвать венецианскую блокаду Дарданелл в ходе продолжающейся Критской войны. Немного поясню, правда, немного сразу забегая вперед. На тот момент Критская война была затянувшимся конфликтом, который истощил экономику Венецианской республики. К 1660 годам, несмотря на возросшую помощь со стороны других христианских стран, началась усталость от войны. С другой стороны, османы, сумевшие сохранить свои силы на Крите под руководством семьи Кюпрюлю, послали в 1666 году последнюю экспедицию под непосредственным руководством великого визиря. Так начался заключительный, самый кровавый этап. Критская война закончилась согласованной капитуляцией, закончилась победой османов. Венецианское стремление к реваншу привело 15 лет спустя к новой войне, из которой Венеция вышла победительницей. Крит, однако, оставался под османским контролем до 1897 года, когда он стал автономным государством. Окончательно он был объединен с Грецией в 1913 году. Итак, таким образом, в сентябре 1656 года Валиде Султан Турхан Хатидже Султан избрала Кюпрюлю Мехмеда Пашу великим визирем. У него было прозвище «Жестокий», а также гарантировала ему абсолютную безопасность на данной должности. Она надеялась, что политический союз между ними двумя сможет восстановить благосостояние османского государства. Кюпрюлю в конечном счете добились успеха. Реформы великого визиря позволили империи прорвать венецианскую блокаду и восстановить власть в мятежной Трансильвании. Однако эти завоевания обошлись дорогой ценой, поскольку великий визирь неоднократно устраивал массовые убийства солдат и офицеров, которых считал нелояльными. Многие считали эти чистки несправедливыми. В 1658 году они вызвали крупное восстание, во главе которого выступил Абаза Хасан Паша. После подавления этого восстания семья Кюпрюлю оставалась политически непоколебимой до тех пор, пока им не удалось завоевать Вену в 1683 году. Стоит указать, эта битва ознаменовала собой первое военное сотрудничество Речи Посполитой и Священной Римской империи против османов. Это поражение османов часто рассматривается как поворотный момент для османской экспансии в Европу. Битва была выиграна объединенными силами Священной Римской империи и Речи Посполитой. Эта битва известна тем, что включала в себя самую крупную известную кавалерийскую атаку в истории. Итак, Кюпрюлю Мехмед Паша умер в 1661 году, и его сменил на посту его сын Фазыл Ахмед Паша. Фазыл Ахмед Паша продолжил традицию своего отца по проведению реформ, а также он участвовал в многочисленных военных кампаниях против европейских соседей империи. Он отвоевал у Габсбургов Новые замки в 1663 году, завершил Критскую войну в 1669 году и аннексировал территорию Речи Посполитой в 1672
году. Эта политика агрессивной экспансии, продолженная Мерси Фанлу Мустафой Пашой, расширила границы Османской империи до самых широких пределов Европы. Однако это также способствовало формированию большой международной коалиции для противостояния османов, что привело к поражениям и территориальным потерям после катастрофической осады Вены в 1683 году. За свою неудачу Мерзифанлу Кара Мустафа Паша был казнен султаном Мехмедом IV, что привело к разрыву правления Кюпрюлю. В последующий период военных действий члены семьи Кюпрюлю время от времени возвращали себе пост великого визиря, например, Фазыл Мустафа Паша Кюпрюлю, Кюпрюлю Амджазаде Хаджи Хюсейн Паша, но они никогда больше не добивались такой твердой власти, как до 1683 года. Сразу укажу, что Великая Турецкая война, также называемая войной Священной Лиги, представляла собой серию конфликтов между Османской империей и Священной Лигой, состоящей из Священной Римской империи, Речи Посполитой, Венецианской республики, Русского царства и Королевской Венгрии. Интенсивные боевые действия начались в 1683 году и закончились подписанием Карловицкого мирного договора в 1699 году. Война закончилась поражением Османской империи, которая впервые потеряла значительные территории. Итак, османы боролись под напряжением войны на несколько фронтов. После ряда поражений, кульминацией которых стала потеря Венгрии, османам удалось стабилизировать свое положение, отвоевав Белград в 1690 году. Однако попытки вернуть себе дальнейшие территории не увенчались успехом, и после поражения в битве при Зенте в 1697 году они были вынуждены признать свою неспособность отвоевать утраченные венгерские земли. В 1699 году по условиям Карловицкого договора османы уступили Габсбургам всю Венгрию и Трансильванию за исключением Баната. Мария была передана Венеции, а Подолье возвращено Речи Посполитой. Эти уступки ознаменовали крупный геополитический сдвиг в Восточной Европе, а именно конец османской имперской экспансии. С тех пор османы стали проводить оборонительную политику на Дунайской границе и в основном успешно поддерживали ее целостность на протяжении всего XVIII века. Этот период, вопреки взглядам предыдущих поколений историков, уже не рассматривается как период упадка. Эпоха Кюпрюлю примечательна несколькими событиями в Османской империи. Пребывание Фазыла Ахмеда на посту совпало с расцветом религиозного движения Кадезаделер в Стамбуле. Лидер данного движения стал придворным проповедником султана Мехмеда IV и сыграл важную роль в формировании имперской политики и усилении религиозного консерватизма. Основываясь на исламском принципе предписывать добро и запрещать зло, сторонники Кадезаделер считали долгом всех верующих активно насаждать религиозную ортодоксию и бороться с нововведениями в религиозной практике бидда. Таким образом, они выступали против практики суфийского поклонения, а также против других привычек, таких как пьянство и курение. Несмотря на одобрение двором большей части программы Кадезаделер, многие мусульманские интеллектуалы империи, например, Катиб Челеби, Мустафа Найма, относились к Кадезаделер негативно, считая данное движение отсталым и чрезмерно реакционным. После осады Вены движение больше не получало имперской поддержки. Османская империя была глубоко затронута реформами, проведенными во время войны Священной Лиги. После первоначального шока, вызванного потерей Венгрии, руководство империи с энтузиазмом начало процесс реформ, направленных на укрепление военной и финансовой организации государства. Это включало строительство флота, современных галеонов, легализацию продажи табака, а также предметов роскоши, реформу финансового сбора налогов. Эти меры позволили Османской империи решить свой бюджетный дефицит и войти в XVIII век со значительным профицитом.